Сказка про художника, которого звали Минас, и квадрокоптер, которого звали Жужик. Однажды, давным-давно, хотя я думаю, что это случилось 20 июля 1928 года, в маленькой стране Армении, в еще более маленькой горной области Ширак, в совсем уже маленьком селе Джаджур, у дяди Карапета и тети Софик родился маленький мальчик, и назвали его Минас. А потом маленький мальчик Минас подрос и стал большим мальчиком. И увлекся он живописью, еще и потому, что когда ему было 18 лет, он познакомился с великим армянским художником Мартиросом Сарьяном. А в другой раз он познакомился с другим известным армянским художником Акопом Ананикяном. А дядя Акоп был не только талантливым художником, но и очень хорошим учителем, и преподавал в художественной школе, в городе, который тогда назывался Ленинакан. И вот, мальчик Минас начал учиться живописи. Он учился в разных местах, а в конце концов поступил в институт имени великого художника Ильи Репина в городе, который тогда назывался Ленинград. А еще потом он вернулся в родную Армению и написал около 500 картин, и столько же рисунков, и много фресок и миниатюр, и стал он всемирно известным художником. А когда Минас стал всемирно известным, ему представилась возможность организовать выставку своих работ в великом городе, который тогда и сейчас называется Париж. Но за то, что он всемирно известный и собирается ехать в Париж, его не любили нехорошие дяди, и устроили они в его мастерской большой пожар, и сгорело в этом пожаре много-много его картин. Но Минас не отчаялся, он был художник. И он работал назло всем дядям. А дяди рассердились и сделали так, что художника Минаса задавила машина такси, и он умер. Но нехорошим дядям это не помогло. Художника Минаса знают и помнят, и, конечно, больше всего в его родном селе Джаджур. И есть в этом селе большой и красивый дом, музей Минаса. Но картин в нем осталось мало, потому что большую часть погубил пожар, а многие из тех, что сохранились, находятся в других музеях в разных странах, таких как Россия, Ливан, Сирия, США, Франция. Вот так. И вот однажды один тоже маленький дрон, которого звали Жужик, летел по своим делам из города Гюмри в одно село, которое называется Камо. А это село находится не так уж далеко от села Джаджур. И захотелось тогда Жужику взглянуть на дом-музей Минаса. Силы Жужика после долгого путешествия были уже на исходе, а до села Джаджур было больше 2 километров. Да и дом-музей был на другом конце села, но уж очень хотелось Жужику, и он решил рискнуть. И несмотря на то, что дул сильный встречный ветер, из-за которого Жужику могло не хватить сил, он полетел. Все дроны, и маленькие тоже, знают, что чем выше летишь, тем сильнее ветер, поэтому Жужик решил лететь низко. Когда он пролетел больше 2 километров и уже подлетал к селу, поднялся совсем уж сильный ветер. А вдруг не долечу, сил не хватит, подумал Жужик и совсем было решил вернуться. Но цель была близка, он пролетел уже больше половины пути. Ладно, будь что будет, решил Жужик и полетел дальше. Село Джаджур было ему незнакомо, но он знал, что дом-музей
находится на главной улице, поэтому он полетел над ней, чтобы не заблудиться в незнакомом месте. Его все время сносило ветром, но он летел, смотрел на дома, и на разные непонятные здания, и на школу, и наконец увидел то, к чему стремился. Жужик подлетел к музею, посмотрел на него сверху и очень обрадовался, но сил становилось все меньше, поэтому он быстро развернулся и полетел назад. На этот раз он знал, что не заблудится, потому что на горизонте он видел холм, рядом с которым была дорога в город Гюмри, откуда он прилетел. Поэтому он полетел напрямик и полетел высоко, потому что ветер теперь был попутный и помогал ему. И благодаря этому ветру он все-таки долетел до холма, где его, конечно, уже давно ждал один его друг. Так что Жужик благополучно сел, сначала на землю, а потом и в машину, и поехал дальше по своим делам. Вот так.